I was a very young and very enthusiastic and eager architect, and I was going out to do all this. Я был молод, был преисполнен энтузиазма и намеревался притворить все эти планы. And then I had the great luck to marry a clever psychologist, and at once, as she's sitting there, and at Ну и потом мне в жизни страшно повезло, потому что я познакомился и женился на очень умном психологе, кстати, она тут сидит. Of course, to discuss why are architects not really interested in people. И вот она задавала мне совершенно такие закономерные вопросы. А почему вы, архитекторы, совершенно не интересуетесь людьми? Ever since I've worked with the borderland between architecture and people. Ну и потом я вот постоянно работал в этом узком месте, значит, соприкосновение интересов архитекторов и людей. I had the great fortune to spend 40 years in university doing research and teaching on people and architecture, and wrote a number of books to tell everybody that the education I got in School of Architecture was not good enough. Ну и затем мне повезло, 40 лет своей жизни я посвятил исследованиям, преподаванию в университетах. И вот основная моя тематика – это люди и архитектура. Я много книг на эту тему написал. И в этих книгах делаю один вывод, что архитектурное образование, которое вот я получил, недостаточно хорошо. There was a guy in England who told all of us one day about, he said, it's bad luck for you architects that your mean of communication is the still photo and the two-dimensional drawing. Because architecture is actually about the interaction about form and life. And by all the time communicating form to each other, you have too much emphasis on the form and too much knowledge and emphasis on the life and the interaction. I decided then to work very much to find out about how to make the people in the planning process visible. Ну и вот еще один англичанин, как-то, с которым мы общались, специалист, сказал, что вам, архитекторам, в общем-то не повезло, потому что вы оперируете в основном неподвижной фотографией и двухмерными рисунками, двухмерными чертежами, в то время как архитектура – это нечто, что связано с взаимодействием формы с людьми, взаимодействием с жизнью как таковой. А вы очень много коммуницируете форму, очень много внимания уделяете форме и теряете несколько из виду вот это вот живое взаимодействие, живую жизнь. И вот после этого я решил, что я все свои размышления направлю на то, чтобы определить, а как сделать людей более видимыми в этом процессе городского планирования. In the many years I have worked, I've had the great, whoops, that's interesting. That's not Bangladesh. But anyway, I've had the great fortune to see that my books are now all over the world, and especially I'm happy about to see my books now being used increasingly in the developing countries, because that's where the problems of taking care of people is most evident. Ну, далее я считаю, что мне повезло. Мои книги получили популярность, широкое распространение. Я особенно счастлив, когда вижу, что мои книги используются в развивающихся странах, потому что именно в этих странах больше всего проблем, связанных с людьми. Я сегодня буду говорить в основном о своей новой книге, которая называется «Города для людей» (Cities for People). And as you can see, it has been published in the major languages: Chinese, Danish, and English. Ну и как вы видите, эта книга опубликована на 3 основных языках мира: это китайский, датский и английский. But this book and 3 other books of mine will be published in Russian. Но эта книга, еще 3 книги в мае выйдут на русском языке, в переводе на русский. But I will tell you a little bit about it. It was a book where I was asked to sit down and put down everything I knew about this subject,
while I could still remember it. Но меня как-то попросили сесть и написать, записать все, что я знаю по этой теме, пока я еще все это не забыл. And that was a wonderful opportunity to think about all the 50 years I've been in architecture and planning, what has actually happened. И для меня это стало потрясающей возможностью сесть и действительно обдумать, проанализировать все эти 50 лет, что я занимаюсь архитектурой. Гармония. Sometimes I refer to it as the good old days when the cities expanded rather slowly, and we expanded the cities by adding small units, house by house, and in good human scale, and the tradition and the experience of all the cities throughout the history of mankind and settlement were used until a time when all the experience was thrown out. Ну, я иногда называю эти времена добрыми старыми временами, когда города развивались, расширялись достаточно медленно, строились какие-то новые микрорайоны, кварталы, такие вот самодостаточные блоки в человеческих масштабах. И при их строительстве учитывались какие-то прежние традиции и накопленный опыт. Но потом этот опыт был отброшен. We actually had two important changes of paradigm at that time. Произошло два существенных сдвига парадигмы в то время. One was the mass invasion of automobiles. Первое – это такая массированная инвазия, то есть вторжение автомобиля в нашу жизнь. All cities got a department for traffic, and they started to count all the cars and made all kinds of traffic policies. В городах появились комитеты, министерства по обеспечению уличного движения, начали считать машины и продумывать, как же вот наладить эти потоки. But no city had a department for pedestrians and public life, and no city knew anything about people, because people started really and seriously to be overlooked from about that time. Но ни в одном месте не было создано ни одного, даже крошечного комитета или департамента, который занимался бы делами пешеходов, которые бы думали о людях. Instead, we started to take great care of the cars. We had all the traffic planners, and the major purpose was making room for more traffic. And the traffic planners really worked hard for years and years and years to make the cars happy. And they have been very successful. Ну и таким образом основную заботу начали проявлять об автомобилях, о транспорте. Планировались специальные, так сказать, места, пространства именно для обеспечения потоков движения. Годами велась эта работа, и, надо сказать, весьма успешно, но никто не думал о том, будут ли счастливы при этом люди. And gradually we forgot what quality in cities were about, and started to think that this might be an ordinary street city scene. Ну, все делалось для того, чтобы счастливы были машины. Никто уже не задумывался о том, что же такое качество жизни в городе, как сделать так, чтобы в городе было жить хорошо. И постепенно мы пришли вот к таким картинам на улице. Gradually, the quality of the cities were eroded as the traffic and the cars got more and more concessions and more room. Ну и постепенно произошла вот эта эрозия качества городской жизни по мере того, как машины завоевывали все большее и большее в них пространство. All over the world, it's quite bad. Во всем мире картина плохая. And it's very comforting here in St. Petersburg to know that it might be worse in Romania. И может быть вас утешит, жителей Санкт-Петербурга, что в Румынии все еще хуже, чем у нас. It's quite bad in Moscow also. В Москве тоже плохо. Of course, you are so clever here that it's not so bad here. Ну, конечно, вы же тут люди умные в Санкт-Петербурге, поэтому у вас все не так уж плохо. We'll take a look. Но посмотрим. Some of the problems of having all this invasion of motor cars were that we got confused about scale. В чем же основные проблемы, связанные с таким вторжением автомобилей? Возникло искаженное понимание восприятия масштаба. Throughout the history of mankind, we have been making our cities
for the walking man, they were cities for 5 kilometers an hour. Потому что на протяжении всей истории человечества города строились для того, чтобы по ним могли ходить люди, передвигаться со скоростью 5 километров в час. And now suddenly we started to have 60 kilometer an hour architecture where everything was blown up to a scale where people could not follow what was going on. А потом вдруг архитектура стала строиться из расчета на скорость в 60 километров в час. И люди просто не успевали угнаться. This is the scale for the cars and not the scale for the people. А следовательно, это масштаб для машин, но не для людей. The other change of paradigm which happened around 1960 Второй сдвиг парадигмы, имевший место в 60-е, was the introduction of the ideas of the modernists, and then we started это введение неких идей модернизма. all this about building, putting down objects, planning from an aeroplane. И вот начинается строительство таких вот высотных объектов, планирование с высоты полета самолета. Throughout history, we always planned from the bottom up. Now suddenly we planned from the top down. Вот всю предыдущую историю города планировались как бы снизу вверх. И тут вдруг мы переключаемся на построение вот планов городов, глядя на них сверху вниз. So the planners went up in an aeroplane and started to drop their buildings down. Планировщики как будто бы взлетели на аэропланах и начали сбрасывать дома как бомбы на землю. The architects went up in a helicopter and went around the rooftop height and organized the things. Ну, летали на вертолетах от крыши к крыше, организовывали вот с этой высоты пространство. And nobody was asked to look after how the people scale would be in these new. И никому не было поручено подумать о людях при этом, как вот в этом масштабе, как вот в этих новых параметрах будут существовать люди. So the whole issue of people in the city were forgotten. Поэтому о людях в городе забыли, как о теме вообще. I call it the Brasilia syndrome. Я это называю бразильским синдромом. Planning from above and from a distance. Планирование сверху и дистанцированно. Brasilia was the capital of Brazil. Бразилия, это столица страны Бразилии. It was built in the years after 1955. Строилась после 1955 года. It looks great from an aeroplane. С самолета выглядит потрясающе. And the side plans and the parks look great from a helicopter. С вертолета все вот эти бульвары, парки выглядят очень красиво. But down at eye level, Brasilia is shit. Но снизу посмотришь на Бразилию, вид дерьмо. Nobody was asked to make sure that the Brazilians were happy. Никому не пришло в голову, что эти бразильцы тоже должны быть And там no счастливы. one realized that all of them should have a helicopter to enjoy their city. Никто не понял, что для того, чтобы они были счастливы и могли наслаждаться своей новой столицей, каждому из них надо было бы выдать по вертолету. This Brasilia syndrome has also been instrumental in many of the housing districts we built in the 60s, 70s, 80s, 90s. И вот этот бразильский синдром был широко распространен при строительстве городов и в других местах мира. И в 60-е, в 70-е, даже в 80-е годы. Nobody really was asked to look after how the spaces between the buildings were for people. Никто даже не думал, никому не было поручено продумать, как должны быть организованы пространства между этими домами. They are still doing Brasilia type planning all over the world. Городское планирование в бразильском стиле продолжается в разных местах мира до сих пор. Up in the corner you can see the bird shit architects flying over Dubai and dropping down their towers. And they think that if they have enough towers, they also have a city. Ну вот справа сверху карикатура, где как раз показаны самолеты, на которых летят архитекторы и сбрасывают вот эти башни, дома, высотки вниз для того, чтобы построить Дубай. И они почему-то думают, что если они набросают туда вниз достаточно башен, то у них получится город. I really admire the enthusiasm of Olga.
издевается, говорит, восхищаюсь энтузиазмом переводчика, так наболел уже. Here you can see the usual suspects leaning over a model. Ну вот вы видите, наши подозреваемые склонились над моделью. Навехонькая модель нового города, как в Голландии. You can almost hear them say, "What about having two oval? Yeah, fine oval buildings." Вот просто можно слышать, как они говорят: а что если сюда мы овальные башенки пишем? Да, прекрасно, да. Eight cubes and turn them 45 degrees. О, давайте 8 кубов и их развернем еще под углом 45 градусов. О, гениально. How would this be for the Dutch children going to school? А как же при этом голландские дети, которым нужно среди всей этой архитектуры в школу идти? And how would it be for the fathers and mothers? А как же папы и мамы? And the children. И их дети? We never solved how human senses and high-rise building go together. They don't go well. Дело в том, что вот чувственное восприятие человека и высотные дома, они как-то не очень дружат между собой. Мы об этом забываем, об этом не думаем. But what about the architects? They would be the good guys because they would surely have the people in mind. No, not so. Ну, архитекторы, по идее, должны быть хорошими людьми, которые бдят интересы человека. Но это не так. I think that the architects have increasingly, in all the years I've been in School of Architecture, they have more and more been focused on form, so that now it is more and more like perfume bottles. Архитекторы, вот как я их наблюдаю на протяжении всей своей карьеры, они все больше и больше фокусируются на форме, на развитии формы. И дома становятся постепенно похожи на флаконы духов. And if you go and ask in all the architecture schools in the world if they have a good program for teaching the students about people, the answer is that no school of architecture are doing anything spectacular in this area. No landscape school is doing it. No traffic planner school is doing it. No planner school. Then you think it cannot be any worse, or it can. Но если вы думаете, что хуже этого уже ничего не бывает, то вы опять-таки заблуждаетесь. This is the newest housing district which is going up in Brooklyn, New York. Вот такой новый район возводится сейчас в Бруклине, в Нью-Йорке. By Frank Gehry, the архитектор Фрэнк Гири. Brooklyn people are not convinced that the Brooklyn would be a better place to live in the future. И бруклинцы далеко-таки не уверены, что после окончания этого строительства в Бруклине станет жить лучше. But it looks interesting. Но проект, конечно, интересный. I do think that there's another issue here about scale, because we build bigger and bigger buildings, we can build faster and faster, and increasingly we forget that people are still slow and small, and it's the same size of people we have got throughout the history. Ну, что касается масштаба, мы сейчас научились строить дома все большего и большего размера, мы строим их все быстрее и быстрее, и при этом забываем, что человек по-прежнему остается существом медленным, маленьким и, по сути, того же масштаба, что он был всегда на протяжении истории. This is from Singapore. This is from people, and this is for dinosaurs. Ну вот посмотрите, это вид, картинка, Сингапур. Вот те маленькие дома, это дома для людей, а вот эти вот высотные, ну, наверное, для динозавров. And people love to sit in front of the low houses, and no one in their mind would sit in front of the other houses. Ну и вот посмотришь, люди, местные жители, любят посидеть вот на набережной перед этими маленькими домами, но никто из них в здравом уме перед этими высотками не садится. So, yeah, what I could say that at no time in all these years have people been very happy about this kind of thing. Ну и во все эти годы вот эта архитектура не приносила большого счастья людям. In Australia, they have even pinpointed who may be the responsible persons. В Австралии даже попытались найти, кто виноват. Pygmalion architects это написано. So, but Мужчины-архитекторы свиньи. we cannot conclude that architects are not interested in people, because
whenever architects hand in a competition scheme or any scheme at all, it is absolutely full of happy people moving around. Но нельзя утверждать при этом, что архитекторы совершенно не интересуются людьми, что их не заботит человек. Вот посмотрите на проекты, которые присылаются на конкурсы и другие картинки, полны вот этих разгуливающих счастливых людей. Regardless of how good a project is, they are absolutely full of happy people, because happy people means that it must be a good project or they would have gone home. Неважно, какое качество самого проекта, хороший или плохой, но на картинках всегда очень много счастливых людей, потому что если люди так счастливы, значит, наверное, архитектурный проект хороший. Many times these drawings becomes absolutely hilariously funny. Но иногда эти рисунки уже превращаются в какой-то фарс, очень смешной фарс. When Daniel Libeskind have finished these two high-rises, вот когда Дэниел Либескинд закончил вот эти свои башни, this is a new town in Denmark, and this is how they told the politicians it would be. Ну, а это проект в Дании. Вот как политиков пытались убедить, как все это будет выглядеть, и во что это превратилось на самом деле. This is what happened. Вот оно. As usual. Как всегда. О людях никто не подумал. If you take a closer look at what the architects have been doing, вот если пристальнее посмотреть, а что же делают we архитекторы? can have this wonderful walk in London about these gables which Norman Foster has made. Ну вот проект Нормана Фостера в Лондоне, такой вот проход, променад. Вот можно посидеть на вот этой каменной скамье и поразмышлять о философии, может быть. Or we can sit on this bench and think of love and all the wonderful things. Можно сесть на этой скамье и подумать о любви и о прекрасных прелестях жизни. I'll invite you to a little district in Copenhagen. А сейчас я приглашаю вас в небольшой такой квартал Копенгагена. This area are row houses, 2.5 story high. Эти дома имеют где-то 2,5 этажа в высоту. The interesting thing about it is that it's not interesting. И самое интересное здесь это то, что это совсем не интересно. From the aeroplane it looks absolutely boring, and from the helicopter it looks absolutely boring. То есть отовсюду вид скучнейший, что снизу, что сверху. But down at eye level, it has all the qualities you can dream of. То есть как бы с вертолета, с самолета скучно, но если войти в этот квартал, то видно, что он обладает всеми качествами, которые нужны для жизни. People of all generations are sitting here having a great time, and they don't have time to think about that it doesn't look smart from an aeroplane or from Вот смотрите, люди всех поколений сидят, прекрасно проводят время, и им даже не нужно задумываться о том, что их квартал с высоты птичьего полета выглядит не так уж интересно. The interesting thing about this area is that it has the highest concentration of architects' families in Denmark. Но что самое примечательное, именно в этом районе самая высокая, среди местных жителей, самая высокая концентрация известных датских архитекторов проживает в семье. Архитекторы сами выбрали для себя это место жизни. Половина всех профессоров, которые преподают в архитектурных школах, живет в этом районе. Вот здесь живет глава комитета по городскому планированию, всякие там мэры и прочие. When it comes to your own life, you know exactly what is good for you. Потому что когда дело начинает касаться вот твоей жизни, твоего дома, ты знаешь, где ты хотел бы жить. My point here is that for many, many years, the people scale have been overlooked, and that we have to take it seriously. Ну, основная мысль моя здесь заключается в том, что на протяжении уже многих лет мы как-то забыли о человеческом измерении в архитектуре. The people scale is the most important scale of all of them. And if you have only energy for one scale, do the people scale. А ведь именно человеческое измерение самое важное. Если нужно выбирать что-то одно, то нужно выбрать именно его. If the city is nice where you are, it's a nice city. Вот что город хорош, если в нем хорошо людям.
Now I go to the second part of the presentation. Сейчас я перейду ко второй части моей презентации. I'll say that after 50 years, we have definitely now another shift, another change of paradigm. Сейчас, 50 лет спустя, происходит следующий сдвиг парадигмы. Now we want lively, livable, attractive, safe, sustainable and healthy cities rather than high-rise and a lot of automobiles. Сейчас нам нужны города для жизни, города приятные, в которых удобно было бы жить, безопасные, устойчиво развивающиеся, в которых можно вести здоровый образ жизни, то есть города для людей, а не для машин. And my point is, if we are much more concerned with people in the city, if we make it nice to be a pedestrian and nice to be a bicyclist, actually we address all these issues at the same time. А еще один мой тезис заключается в том, что если мы хотим заботиться о людях, то нужно подумать, как сделать жизнь удобной для пешеходов в городе и для тех, кто ездит на велосипедах. Потому что тогда все вышеперечисленные задачи мы как-то начнем выполнять. Throughout this history of mankind, we've always been interested in life in the city. Вот на протяжении всей истории человечества большой интерес проявлялся к жизни в городе. There's a lot of reason why life in the city is even more interesting now than before, because we live more and more privatized lives and are spread more out. Ну, а сейчас эта тема становится особенно актуальной, потому что наша жизнь становится все более и более частной в этих городах. И нам нужны какие-то пространства вовне. If we build cities for people, we'll have a better scale. It will be, and also it will be a city dominated by the greatest attraction in our life, which is other people. Ну, если мы будем строить города для людей, то тогда и с масштабом все будет в порядке, и основной акцент будет сделан именно на самой большой достопримечательности любого города, а это и есть его люди, его жители. And lively cities are safer than empty cities. И живой город, вот такой город, он гораздо безопаснее, чем город механистический. Also, a people city can be very important as part of a sustainability policy. Еще город для людей – это оптимальное решение для обеспечения устойчивости развития города. The more people who walk and bicycle, the better for the climate. Чем больше людей сядет на велосипеды и начнет ходить пешком, тем лучше для климата, для атмосферы. But also, good public rail and good public transport, they are brothers and sisters, because to have a good public transportation system, you must be able to walk in comfort and style to the transport and from the transport. Но при этом вот такие вещи, как удобство пешехода и хорошо организованный общественный транспорт, они идут рука об руку, они близнецы-братья. Потому что, чтобы было удобно доехать на городском транспорте куда-то, нужно, чтобы было удобно ходить от остановки транспорта до места назначения и так далее. In the next 30 years, where we will see that public transport becomes more and more important to make the cities of the world work, we'll also see that the public rail, that people walking and bicycling would be more and more important to make alternative mobility systems to the private autocar. Но мы увидим, что в ближайшие 30 лет общественный транспорт будет обретать все большую и большую значимость для бесперебойной работы города. Также мы увидим, что больше людей будет ходить пешком и передвигаться на велосипеде. А следовательно, будут складываться альтернативные системы мобильности городов. Also, we are beginning now to see a very serious health problem appearing. А еще сейчас заметно возникновение новой серьезнейшей проблемы, связанной со здоровьем людей. That people are not moving a lot, not using their muscles enough, and we cannot trust them to take the escalator to the fitness center frequently enough. Просто люди начали мало двигаться. So, Итак, I will, in the last part, talk a little bit about how we in city planning influence the patterns of people's
life. Сейчас вот в последней части своей презентации я хотела бы поговорить о том, как на практике мы архитектурными приемами пытаемся оказывать влияние на паттерны каждодневной жизни человека. In 1960, we had no real knowledge about how the physical form will influence people's life. В 60-е годы мы еще не знали досконально о том, как физическая, так сказать, форма влияет на жизнь человека. Сейчас это знание уже есть. Now we have found out that there's an enormous influence on the lifestyle depending on how you live, how you move about. А сейчас нам известно, что колоссальное влияние на жизнь человека, на его стиль жизни имеет то, как он двигается, как организованы вот эти инфраструктуры для его движения. Also, we shape the buildings, but then the buildings shape us. А еще мы поняли, что да, мы придаем форму дому, но и дом потом формирует нас. Over these 50 years, through research, we've come to know a lot about human behavior and the influence of physical planning on human behavior, human За 50 лет исследований мы накопили много знаний о поведении человека и о том, вот как физическое планирование пространства обитания влияет на поведение человека в нем. Looking at cities again, we know now for sure that if you invite more traffic, if you make more roads, what will happen? Мы сейчас знаем досконально, что если выделять больше, так сказать, места для движения автомобилей и наращивать, то что будет? Будет больше вот этого автомобильного движения. So a city like this one in St. Petersburg with much asphalt is automatically inviting a lot of traffic. Город, если он выглядит вот так, кстати, это фотография Санкт-Петербурга, асфальтовый город, он стимулирует наращивание автомобильного транспорта. And you have got a lot of traffic. И у вас таки теперь много машин ездит по улице. What happens if you have fewer roads? А что будет, если таких дорог станет меньше? That has been found out in a number of places. Ну и в целом ряде мест эксперимент показал, что message here is that the level of traffic is arbitrary. It depends on what you have done. If they had 20% more avenues in New York, they will have 20% more traffic, and think that is given by God, it cannot be touched. If they had 20% less avenues, they will have 20% less traffic, and then that would be given by God, because traffic adapts to the circumstances. If there are more asphalt, there will be more traffic. Вот в таких городах, как Нью-Йорк и другие американские, жизнь показала, что если будет на 20% асфальтовых дорог, шоссе и всяких там прочих улиц больше, то на 20% вырастет и число автомобилей, то есть движение, интенсивность возрастет на 20%. Если на 20% меньше мы сделаем вот этих проезжих частей, то и машин станет на 20% меньше по ним ездить. Это закон, данный нам самим Господом Богом, и с ним ничего не сделаешь, потому что автомобильное движение, оно адаптируется под имеющиеся асфальтовые инфраструктуры и возможности. In San Francisco, one of their most important freeways serving the downtown Ну, в Сан-Франциско, destroyed in the earthquake. как он пошутил, к счастью, во время землетрясения была разрушена основная магистраль города. Everybody said, now San Francisco will die. Все сказали себе, все, конец, пришел The Сан-Франциско. freeway has died. Потому что наша, значит, основная магистраль погибла. 3 months later, they realized there was no problem. 3 месяца спустя все увидели, что проблемы-то никакой Traffic нету. had found a new level to service the city. Потому что какие-то другие уровни, вот это движение само нащупало для того, чтобы And обслуживать now the людей. freeway is a nice boulevard along the waterfront. А сейчас вот эта бывшая оживленная автомобильная магистраль превратилась вот в такой приятный променад, A бульвар. famous example is the freeway going through Seoul. Еще один такой поучительный пример – это шоссе, которое проходило через Сеул в Корее. Then the mayor he observed that
there was a river under the freeway. Вдруг мэр Сеула заметил, что под And шоссе then he есть got the река. idea, why don't we have a river in the city and a park instead of a freeway? And he took the freeway away. He didn't do anything else. And some months later, the traffic had found out how to do without the freeway. And then they had the river. И вот мэр подумала, почему бы не снести вообще вот это шоссе, чтобы у города был зеленый парк и река. Это было сделано, и через несколько месяцев потоки движения как-то сами собой перераспределились, адаптировались под эту систему, а в городе зато теперь есть эта красивая река и парк. If you up here in St. Petersburg reduce the asphalt gradually to 50%, you will find that that could easily serve the city and you will have a much finer city. Вот вы увидите в Санкт-Петербурге, если вы добьетесь того, что асфальта станет на 50% меньше, то постепенно у вас город станет лучше, приятнее. The level of traffic is not given by God, it is given by the traffic engineers and also by some politicians who are too scared to do something about it, though it gets worse every day. Дело в том, что вот уровень или интенсивность, скорее, городского движения, это же не нечто такое, что дается нам Богом. Это то, что создают всякие инженеры и политики, которые боятся что-то начинать с этим делать. That's the case in cities all over the world. И так обстоит во всех городах во всем мире. What happens if we are really kind to the bicycle? А что будет, если мы проявим заботу о велосипедистах? The history from Copenhagen can serve to put light on this question. Пролить свет на этот вопрос нам поможет опыт Копенгагена. Over 50 years in Copenhagen, we have now made a complete citywide proper bicycle lane system with good wide bicycle lanes along all the sidewalks. На протяжении 50 лет последовательно и планомерно в городе создавалась разветвленная сеть таких велосипедных дорожек, специально выведенных. It's a really good invitation to bicycle, and it's safer and safer and safer. И это приглашает людей, стимулирует их к тому, чтобы сесть на велосипед. И это движение становится все безопаснее, безопаснее и безопаснее. And now it is indeed an alternative citywide transportation system. Сейчас это превратилось в альтернативную, такую полнокровную систему транспорта городского. Of all the families with children in Copenhagen, every third family have a cargo bike, so they can take their children to the kindergarten or to the school. У каждой третьей семьи, проживающей в Копенгагене, в которой есть дети, есть вот такая вот велосипедная тележка, на которой они детишек развозят по детским садикам и школам. This is our grandchildren. Вот. Это его внуки. It's been made safer and safer by a number of things like bicycle crossings and bicycle light in street crossings. Увеличение безопасности обеспечивается целым ряд мер. Вот продуманы, например, места пересечения велосипедных дорожек с автомобильными дорогами, специальная система светофоров, регулирующая велосипедное движение и так далее. It has been made into a complete alternative transportation system where all the public transportation should take bikes. Taxis must take two. И были претворены в жизнь изменения и в транспортной системе в целом. Так вот, в частности, сейчас все автомобили такси должны быть приспособлены для того, чтобы вот на них можно было погрузить велосипед. Trains have special compartments and it's free to take your bike. В поездах оборудованы специальные такие секции, специальные купе для велосипедов, и провоз без велосипеда бесплатный. Over the years, there has developed a bicycle culture. Everybody bikes. И за эти годы сложилась целая велосипедная культура, когда на велосипеде ездят все. Even the best players bike. Даже вот такие.
In Copenhagen, bicycling has doubled in volume in the last 10 years. За последние 10 лет количество людей на велосипедах, разъезжающих по Копенгагену, удвоилось. And we are now in a situation that 37% of all people going to work in Copenhagen, they use their bicycle. That means we have much less car traffic than other cities of the size of Copenhagen. И сейчас 37% жителей города ездят на работу на велосипеде. А значит, у нас снижена интенсивность дорожного движения. Ну, продолжение этой же темы. Copenhagen now has official as a goal to be the #1 bicycle city in the world, and they have working flat out to reach this goal. Ну, даже принята официальная политика, основной целью которой сделать Копенгаген городом номер 1 вот, в плане велосипедного движения, на первое место по велосипедным передвижениям выйти. Do you think we have problems in Copenhagen? Yes, we have problems. Major problem now is congestion on bicycle lanes. There are too many bicycles. We can't live with this problem. Есть ли у нас теперь проблемы в Копенгагене, спросите вы? Да, есть. И это невероятные скопления велосипедистов на специально отведенных им велосипедных дорожках. In some streets we even have 36,000 bicycles every day. Awful. На некоторых улицах вот, Копенгагена 36 тысяч велосипедистов скапливается. Жизнь ужасна. What a wonderful problem to have. Но это прекрасная проблема. And what do they do about it? They double the width of the bicycle lanes. And where do they get the asphalt from? They take it from the motor cars. Что же делать? Что же предпринимается? Удваивается ширина. Это дало своего рода сигнал. What happens if you are really kind to the people walking and to public life? А что же происходит, если действительно проявлять доброту к пешеходам и к жизни в городе? Copenhagen can be an example. Здесь опять-таки примером может послужить Копенгаген. 50 years ago they started to close the first streets, and since they have closed a number of further streets to really make walking through the city comfortable. Вот постепенно как вот закрывались улицы для того, чтобы удобно было ходить по городу. They have worked on improving conditions for people for 50 years now. Вот уже 50 лет ведется планомерная последовательная работа по улучшению условий передвижения по городу для пешеходов. All the squares in Copenhagen were parking lots, and all of them are now people's spaces. Если раньше все площади города являли собой парковки для автомобилей, то сейчас это общественные места для прогулок людей. As the first city in the world, Copenhagen started already 40 years ago to make careful investigation survey of how the city, how people use the city, not only how the cars use the city, but how the people use the city. Копенгаген стал первым городом в мире, где 40 лет назад уже начали проводить исследования научные, которые изучали, как используют город люди, а не только как используют город машины. And these surveys have proved in Copenhagen to be a very strong tool for improving the city continuously. И результаты этих исследований дали мощный инструментарий для улучшения ситуации в городе. These methods of making the people visible in the city is now used in many cities, in New York, in Melbourne, Sydney, and we are going to apply this method also as a first step in a plan for improving the city of Moscow. И надо сказать, что это еще, кроме того, дает такое мощное послание. Люди становятся видимыми в этом всем процессе городского планирования. Такой подход был использован уже и в Нью-Йорке, и в Мельбурне, и в Сиднее. И именно этот метод мы планируем использовать для начала работы по проекту в Москве, проведения такого исследования. Also, this kind of study could be an obvious thing to do
when starting to improve St. Petersburg. А для того, чтобы улучшить Санкт-Петербург, тоже разумно было бы провести такое исследование на первом этапе. Для того, чтобы посмотреть, как вот эти системы работают сегодня, тогда уже думать, как их улучшить, чтобы они были удобнее. Какие уроки мы извлекли из исследования, проведенного в Копенгагене? Мы знаем, что ходьбы в городе становится все больше и больше. Люди все больше и больше передвигаются пешком. Сейчас больше людей больше времени проводят на улицах. Не только ходят, но еще и садятся, останавливаются, там, беседуют. And we know that the season every year is longer than last year because we want the good season to last for many months. Ну и сезон сейчас, даже летний сезон стал длиннее, даже несмотря на то, что используют для этого такие приемы, потому что людям хочется, чтобы приятный сезон длился много месяцев. Important is also that it's not only city center, but it is city-wide, and the city streets are rebuilt. So instead of a lot of asphalt, now there are 2 lines of traffic. There are trees, there are bicycle lanes, there are median. So the street is much more beautiful and much more safe. And it can almost take the same number of cars as before because the traffic engineers are smarter today. Ну и важно еще то, что эти процессы охватывают собой не только центр города, но и другие его микрорайоны. Улицы строятся и перестраиваются так, чтобы было предусмотрено несколько полос или линий движения. Выделенная полоса для транспорта, для автомобилей, специально выделенная полоса для деревьев, для велосипедных дорожек. За счет этого повышается безопасность движения в городе. А машин пропускают эти улицы столько же, сколько и раньше, потому что наши инженеры, которые занимаются планированием городского движения, люди умные. So the pedestrians in all parts of the city, they have a better time now. It's more comfortable, more safe. Так что пешеходам у нас во всех частях города стало лучше, им комфортнее, удобнее и безопаснее. This may be the next step, but we have not reached this yet. Может быть, так будет выглядеть следующая стадия, но до жизни такой мы еще не дошли. But what has been done is that in all the side streets, the sidewalk and the bicycle lane is taken across the sidewalk. Но вот что сделано, так это уже вот такие вот пересечения, такие специально выделенные полосы для движения. That means that our granddaughter can walk to school because she can stay on the sidewalk all the way to school. А значит, мы не боясь можем отпустить нашу внучку одну в школу, потому что мы знаем, что есть специально выделенная полоса для пешеходов, и она совершенно безопасно по этой полосе дойдет до школы. A small step for mankind, but a big step for a girl 7 years old going to school. Это может быть крохотный шаг вперед для всего человечества, но это огромный шаг для 7-летней маленькой девочки, которая теперь самостоятельно может ходить в школу. Lately, Copenhagen has announced that they have planned to be the best city for people in the world. Недавно Копенгаген провозгласил новый план стать лучшим городом для людей в мире. And we have to, all of us have to walk 20% more. И перед всеми нами поставлена задача на 20% больше ходить пешком. Это потребует тяжелой работы от каждого из нас. Но зато наш город станет прекрасным. Throughout all these years when I've been in university, I've also on the side advised cities. But then 10 years ago I started to make a company, and here they are. Ну, вот все 50 лет я занимался исследовательской работой, преподавал в университетах, занимался консалтингом, но 10 лет назад я основал свою компанию. Вот она тут. We said, if you want a lively, livable, safe, sustainable and healthy city, we can help you. Ну и мы заявили, что если вы хотите построить живой,
удобный для человека, устойчиво развивающийся, безопасный, здоровый город, мы вам можем помочь в этом. And in just 10 years, we've seen all these cities from all over the world, one by one, coming forward saying, help us making a more people-friendly city. И вот за 10 лет постепенно вот все эти города, здесь обозначенные, обратились к нам с просьбой о помощи. И они тоже хотели сделать свои города удобными и приятными для людей. The only little problem is Iceland. They approached us in 2007, but we never heard again from Iceland. Ну, с Исландией только проблема возникла. Они обратились к нам было в 2007 году, но потом мы так от них ничего больше и не слышали. But I'm especially proud that we are working for the capital of Greenland, Nuuk. Но я особенно горд тем, что мы сейчас работаем со столицей Гренландии. And also that we have been invited to come to Christchurch in New Zealand. Нас пригласили в Крайстчерч, Новой Зеландии. Rebuilding after the terrible earthquake they had last year. Если помните, там в прошлом году произошло ужасное землетрясение, и мы сейчас помогаем отстраивать город после этой трагедии. And based on all this, I can tell you a little bit about some other cities. Ну и, может быть, несколько слов еще о других городах, таких как Мельбурн. Melbourne was famous for being an awful city. Мельбурн был знаменит тем, что это ужасный город. Something with nothing in the middle. То есть он был похож на бублик или баранку. Вот жизнь какая-то по краям и дырка в середине, практически ничего. We have been employed to assist Melbourne for now 20 years. И вот мы уже 20 лет помогаем Мельбурну. Has made a fantastic plan to signalize to people we want you to walk here, wide sidewalks, comfortable sidewalks, street trees, flowers, benches, you name it, they've got it. И там действительно составлен замечательный план развития города, который предусматривает много места для ходьбы для пешеходов, и широкие такие боковые улицы, много деревьев, много цветов, много скамеек. Ну, в общем, все, что надо для хорошей жизни. They didn't have any nice squares, so they built one. У них никаких красивых, удобных площадей раньше не было, так они ее построили. And 10 years later, we could prove that there were many more people using the city center in all ways. 10 лет спустя мы провели исследование, которое доказало, что теперь центром города пользуется гораздо больше жителей Мельбурна. Because if you're sweet to people, they will respond by using your city much more. Потому что если проявить вот такую заботу о людях, то они это отблагодарят тем, что гораздо больше будут использовать этот город, который In this построил process, их. it was found that all the economic factors were positive. К тому же все экономические показатели проявляли позитивную динамику в этих So проектах. being good to people is also being good to the economy. Поэтому добро по отношению к людям окупается как добром экономическим. And Melbourne has 4 times in the last 10 years been named the most livable city in the world. И за последний период времени Мельбурн 4 раза уже вот номинировался и выбирался, значит, городом самым приятным для жизни. If you take a look at all the cities which are named most livable, they will invariably be cities which are very kind to walkable, to pedestrians, to public life and to bicycles. Ну, вообще вот если посмотреть те города, которые получали вот этот титул The World's Most Livable City, то есть самый приятный для жизни город в мире, то это города, в которых проявляли какую-то заботу о пешеходах и о какой-то общественной публичной жизни. And of course Melbourne are now full speed into making a Copenhagen-type bicycle network. Ну, а сейчас в Мельбурне полным ходом идет создание вот этой сети велосипедных дорожек по образцу Копенгагена. Sydney is another city lying just north of Melbourne in Australia. Сидней, еще один город, который может послужить хорошим примером, он расположен к северу от Мельбурна. They are good to parties and Olympic Games. Они любят у себя принимать разные тусовки, Олимпийские игры. Cycleways are good for everything. Ну и вот, как там написано, велосипедные дорожки это хорошо для Even the всего. economy.
и безопаснее, и здоровее человек становится, и это хорошо даже для экономики. And here they are with the first bicycle lanes. И вот они, первые велосипедисты города на специальных велосипедных дорожках. You can see up in the corner there is a Danish flag. Вот видите, там наверху в уголочке датский флаг попал в кадр. This is because our crown prince and the crown princess met in that pub over there on the corner. Потому что там, значит, кронпринцесса и кронпринц. That's world history. Но это уже такая история мировая. And Sydney goes on and on. И в Сиднее вот эти работы не прекращаются. Finally, Ну и, наконец, I invite you to New York. хочу пригласить вас в Нью-Йорк, США. In New York, the mayor, Мэр Нью-Йорка Michael Bloomberg, Майкл Блумберг in 2007, he promised all the cities in the world that New York would be the greenest metropole in the world. в 2007 году принес торжественное обещание, что Нью-Йорк станет самым зеленым городом мира. And he sent his vice mayors over to Copenhagen to study city planning. И вот делегация, в которую входили вице-мэры Нью-Йорка, приехала в Копенгаген, где они изучали процесс нашего городского планирования. They came home very inspired. И уехали к себе домой от нас вдохновленными. In New York, people are walking and walking and walking, and the sidewalks are overcrowded, but there's nowhere you can sit and nowhere you can enjoy and nowhere you can rest. В Нью-Йорке люди очень много ходят по улицам. Ходят пешеходы, и на улицах места не хватает. Они переполнены, и нету места, где можно было бы сесть и отдохнуть. So they wanted to add the element of rest and enjoyment to the pedestrian. Поэтому было решено привнести вот этот вот элемент, где пешеход мог бы сесть, отдохнуть и порадоваться жизни. There were not many bicycles in New York because Велосипедистов в Нью-Йорке было мало. they systematically used the bicycle to protect the parked cars by painting bicycle lanes on the outside of the parked cars. Потому что, как вот вы видите, они постоянно вот пытались эти велосипедные дорожки расположить как вот некую пограничную полосу между припаркованными автомобилями и They другими. even have a poster showing the general situation. Вот и иногда вот рисовали эти велосипедные дорожки прямо даже вот на автомобилях, если нельзя было это делать. In this city, they are now full speed into introducing a fabulous bicycle system. А сейчас в Нью-Йорке вводится в эксплуатацию совершенно замечательная система велосипедного движения. In 4 years, they put in 500 kilometers of bicycle lanes. За 4 года было построено 500 километров велосипедных дорожек. And now the parked cars are protecting the bicycle. Теперь припаркованные автомобили защищают велосипеды, а не так, как это было раньше. And they do it in all the various parts of New York. Причем это наблюдается во всех частях Нью-Йорка. Even on Broadway, they have put bicycle lanes the length of Broadway, and they have in the process of widening the sidewalk so you can start to enjoy. Даже на Бродвее сейчас проложили специальные велосипедные дорожки по всей длине Бродвея и постепенно расширяют пешеходные части тротуара, чтобы людям было приятнее там ходить. And when we can turn this. That's okay. And then, as the process went on, they started to think, do we really need Broadway for driving? And then they thought they could close Broadway in the two most important spaces in the city where many people were gathering. А потом даже задумались, а вообще так ли это необходимо, чтобы по всему Бродвею ездили автомобили. И хорошенько поразмыслив, вот два участка Бродвея даже закрыли для автомобильного движения, и там сейчас такие вот общественные места. Broadway in front of Macy's. It's in the spring of 2008. Вот это Бродвей в районе Мейси в 2008 году, апрель месяц, весна. And this is a little bit later in the year. А это ближе к концу того же 2008 года. This is Times Square Вот это Таймс-сквер. in
Actually, it was in the beginning of 2009. Начало 2009 A little года. bit later, in 2009. К концу 2009 года мы уже имеем такую It was картину. done very quickly, and it was filled with chairs and tables and people in no time to speak of. Но сделано это было очень стремительно, просто моментально все это снесли. To make the drivers in the city happy, the mayor said it's only temporary. It's only И чтобы, так сказать, там водители города не очень-то бушевали, мэр им сказал, знаете, это временная мера, временная мера. 6 months later he went down and said, temporary? No way. А через 6 месяцев он сказал, нет, мера не временная. Permanent. Это теперь навсегда. And it's a very big success in New York. И надо сказать, что это проект, который получил большой успех в Нью-Йорке. So I will end this story by singing with Frank Sinatra. Ну и в заключение завершу свою историю, спев вместе с Фрэнком Синатра. When you can make it there, you can make it anywhere. St. Petersburg, St. Petersburg. Сейчас у кого есть вопросы, внимательно смотрите с микрофона. Слышно? Давайте. Только побыстрее, потому что у вас очень плохо. Is there any correlation? Есть какая-то связь между теми замечательными картинками с зелеными зонами и преобразованиями, которые мы видели, и современной Москвой? И что вы собираетесь предложить Собянину сделать с Москвой? Of course, it has to start somewhere, someday. Ну, с чего-то в какой-то момент все равно начинать надо. And the first thing which is to be done, and we are about to prepare for this, is to make a survey of a number of important places in Moscow and how they are working today, how they are used by people today, and then one can start to make plans for how they could be improved. Для начала мы должны провести исследование, изучить, как люди используют вот некоторые такие узловые места в Москве, и дальше уже отталкиваться от этого и строить планы по улучшению ситуации. And that is the tool we have used in cities all over the world to start to find out how is the situation today. И вот во всех городах, прочих, где мы работали, мы всегда начинали с проведения вот такого анализа, исследования ситуации на текущий момент, и уже осознав, проанализировав ее, мы начинали думать, как ее можно улучшать. And now we know a lot about what works, and also we have a lot of examples from other cities saying here it worked, here it worked, here it worked. This may also work here. That's strongly decision. Ну, а к тому же у нас уже накоплен большой опыт, и мы знаем, какие меры, где, как сработали. Поэтому вот мы можем придумать что-то, сказать, вот это сработало там-то, и там-то, и там-то, и начинать что-то делать с учетом этого опыта. And if you need my business card for the mayor of Lenin, it's here. А если вам нужна... St. Petersburg. А если вам нужна вот моя визитка, вы хотите ее передать мэру Санкт-Петербургу, чтобы он тоже эту ситуацию улучшил, подойдите, я вам ее с удовольствием дам. Sorry for the name confusion. I was a child way back in all the years. Вы знаете, извиняюсь, что я чуть не обозвал ваш город Ленинградом, но я родился-то в другую эпоху и с детства как-то привыкла его так называть. Enough about Moscow. Ну, хватит про Москву. Хотелось бы узнать, я понимаю, что перед любой работой, как вы сейчас сказали,
сказали, вы составляете концепцию, но если после такого беглого взгляда на Петербург, не знаю, насколько хорошо вы знаете наш город, бывали ли здесь раньше, но после даже беглого взгляда на наш город, с чего бы вы начали преобразование здесь? Что бы посоветовали? But now, having looked around here in St. Petersburg, probably you made already some observations. And what would you begin with trying to improve this city? I'm not a great believer in having opinions after 48 hours. Ну, вообще-то, я не очень-то верю в то, что формулировать какое-то мнение или точку зрения, пробыв в городе 48 часов, было бы разумно. But I will take certainly a strong interest in the way the squares of the city are being utilized. Но я бы задумался над тем, как вот городские пространства сейчас используются, городские As площади. an example, I think the Haymarket Сенная, например, площадь could be extremely much better. могла бы быть значительно улучшена. And many other squares could be improved, and I think that a great city should have great squares. И многие другие. И я считаю, что у великого города могут быть великие площади. But I will investigate first before I do much. But I think you have a fantastic situation here because the fabric is wonderful. It is fabulous. So it's something about celebrating what is special about St. Petersburg. Ну, в общем, прежде чем что-то рекомендовать и что-то делать, я бы еще как следует все изучил и подумал. Но совершенно очевидно, что город у вас совершенно фантастический. Как, на ваш взгляд, нужно решать проблему с высоким населением в больших городах, отказавшись от высоких строений? Yes, the question was, with this growing population in large cities, how would you tackle the problem of housing if you stopped building high-rises, tall buildings? Now that's a very good one. Хороший вопрос. I wrote a fat book about that sort of thing. И я толстую книжку на эту тему написал. I talk very much about senseless density and sensitive density. И вот я говорила о бессмысленной плотности и о плотном смысле. Вот такая игра слов. Cities like Barcelona and Paris and Vienna and Venice, they have a very high density but no towers. Actually, Barcelona more density than Manhattan. So you can achieve quite a bit by working carefully. Ну вот просто если взять такие города, как Барселона, Париж, Вена, Венеция, там тоже очень высокая плотность населения в городе, но тем не менее там как-то обходится без особо высотных таких современных зданий. В Барселоне даже вот можно сказать, что плотность выше, чем даже на Манхэттене, но каким-то вот умными путями находят решение. Another thing I talk about in this book is to make a very wonderful city at eye level and put the high stop on top of the city. They do this in Vancouver. They have platforms and put the high-rise on top of the platforms. So when you walk around in the city, it's 4-story high, but then it has added density in the form of towers. It's not a city of towers. Но есть и другие вот решения, я о них пишу, например, в своей книге. Одна из них предложена в Ванкувере, где высотные здания, вот эти многоэтажки, они ставятся не на земле, то есть идешь по земле, вот по нижнему уровню, 4-этажные здания, а высотки подняты на платформы. Поэтому не создается вот такого впечатления давления этих башен. То есть получается город для людей, не для башен. Скажите, пожалуйста, во всех этих замечательных историях, которые вы рассказали, инициатива всегда исходила от правительства города? Или есть ли примеры, когда какие-то общественные группы или объединения архитекторов успешно лоббировали, чтобы происходили такие изменения в городской среде? So just you've described quite a number of very interesting and positive examples, but has it always been the case that the initiative would be suggested from top
to bottom? Were there any instances when the initiative would be generated at the bottom and then put pressure, some groups of architects or maybe groups of city residents would try to make a bottom-up process? Indeed. Indeed. Бывали случаи, когда снизу вверх. I think that in a case like Copenhagen, it's been a cooperation between NGOs and enlightened politicians. In other cases, like in Portland in America, the Green Party won the election and was able to change the city. So sometimes there is an enlightened leader, like in Curitiba, Brazil, where the architect Jamie Lerner became mayor and transformed the city very much from up down. But there are a number of models for this change. But good leadership is always part of it. There has to be somebody who can grasp the ideas, like in New York or like in some of the other cities. There are some people who think this is important, we must take that route and then put some pressure behind it. No, but remind you, in New York they had very strong pressure groups giving him the good idea. В Копенгагене, например, это был такой совместный процесс. Инициатива исходила от негосударственных различных организаций и общественных объединений, и они работали в союзе с просветленными политиками. В других там городах, в Америке, в Портленде, к власти пришла партия зеленых, и, соответственно, вот были развернуты соответствующие инициативы. В Бразилии архитектор стал мэром города, и, соответственно, тоже были проведены те реформы, о которых мы говорили. Но самое главное, что хотелось бы подчеркнуть, в таких процессах невозможно добиться успеха без хорошего лидерства. То есть нужно, чтобы кто-то вот эти идеи воспринял, или кто-то взял на себя вот эту лидерскую функцию в их претворении, чтобы кто-то осознал, насколько это все важно. Вот. Что касается Нью-Йорка, например, помимо того, что там был хороший лидер и все это было осознанно, конечно, там осуществлялось очень большое давление от общественных групп. Go to the internet and have a look at transport alternatives in New York. Вот посмотрите в интернете, какие transport alternatives, альтернативные виды транспорта по Нью-Йорку. There are a big number of wonderful films about changing cities on streetfilm.org. Streetfilms.org, еще один сайт, где есть размещено много очень интересных видеороликов и фильмов про меняющиеся города. I just talked with Olga that soon Olga and I are going to have dinner. Anyway, we are hungry. Он намекает очень тонко, что проголодался. У меня два вопроса маленьких буквально. Во-первых, в начале вы к нам приехали, на каком виде транспорта? А второй, как вы относитесь к застройке новых зданий и исторического центра? Вы имеете в виду, приехал в Петербург или по городу сюда доехал? По городу. Okay, just two very quick and specific questions. How did you come from the hotel where you are staying to this place? By bicycle, walked, car? And second question, what do you think about raising new modern buildings in the historic center of St. Petersburg, for example? The second building. New buildings in the historic center of St. Petersburg. Okay, I traveled. Of course, usually they are taller than. I traveled, of course, by public transportation. It was a taxi with 4 people. Я ехал общественным транспортом на такси, где сидело 4 пассажира. I was standing out here admiring the skyline and said how wonderful that you have managed to escape high buildings in the skyline. А потом я тут стоял и наслаждался силуэтом города и думал, как же замечательно, что вам удалось этот силуэт сохранить и не допустить строительства. Recommend that you stick to that principle. И я вам настоятельно рекомендую продолжать следовать этому принципу. In a UNESCO heritage site, but
I certainly think you could easily build fantastic new buildings in between the older ones. I do think that the skyline is an important issue, but you can have very nice modern interpretations in the same skyline as the other stuff. Однако, я считаю, что вполне можно и нужно между старинными какими-то вот домами, объектами строить новые, ну, достойные какие-то архитектурные проекты, которые бы органично вписывались вот в этот силуэт города. Go to Prague, go to Edinburgh, go to Amsterdam, go to Copenhagen. There are so many cities which have managed to keep their skyline, and that today it makes them very wonderful cities. So don't fiddle with the skyline in the center of the city. If you want to make a good move in the center of the city, then clean up on the streets and squares for all so that the parking and the traffic will be better organized, will not be so dominant. That will be a very valuable contribution to a much better St. Petersburg. Ну, посмотрите на такие города, как Эдинбург, Амстердам, Копенгаген, тот же Прага. Там удалось сохранить вот этот замечательный исторический силуэт и при этом построить какие-то новые интересные проекты. Но настоятельный мой совет: не дурите с вашим силуэтом, то есть не нужно как бы его нарушать, его нужно сохранять. Хотя как бы я бы начал с того, чтобы расчистить площади, вот какое-то пространство между историческими домами, потому что оно сейчас сильно засорено разными парковками, машинами и так далее, и из-за всего этого шума, сутолоки и газов всяких даже не видна красота этого города. А ведь город уникальный, и это надо ценить и сохранять. И тогда вот если сделать такую расчистку, то Петербург станет гораздо лучше. Последний вопрос, пожалуйста. Then will be the end of today. Как известно, каждый русский любит быструю езду. Вы водите машину и любите ли вы быструю езду? There was well, Russians are famous or notorious, depending on how I think about it, of fast moving, fast driving. Can you drive a car, and are you a fast driver? Do you like driving fast when you go in your car? No. Не любит он быстрой езды. But I have a car. Но машина есть. But I hardly use it ever because it's more smart in Copenhagen to go by bicycle. Но почти не езжу на этой машине, потому что, живя в Копенгагене, гораздо умнее и удобнее пользоваться общественным транспортом, чем собственным автомобилем. А я, уже будучи человеком пожилым, имею бесплатную карточку с льготным проездом, так что тут все хитро. Спасибо большое. I wish you all the best when you're now bicycling home. Сейчас желаю вам удачи, доехать вам хорошо на ваших велосипедах отсюда до дома. Будьте осторожны. Спасибо.